Камера наблюдения в доме в Сиэтле записывала всего несколько секунд за раз, и именно один из таких коротких фрагментов перевернул жизнь семьи. Отец включил запись поздно вечером, почти машинально. Дом был непривычно тихим, и эта тишина напоминала о том, каким шумным он был раньше, до аварии и медицинских приговоров. После трагедии врачи говорили уверенно и холодно. Тяжелые повреждения, почти нулевые шансы, жизнь в инвалидных колясках. Отец принял это как неизбежность и старался не ждать чуда. Камеру он установил не из недоверия, а из страха потерять контроль над тем, что еще можно было сохранить. На записи гостиная выглядела обычно. Свет из окон, фотографии счастливых дней, ровный пол. Но коляски стояли пустыми. Трое его сыновей, Майкл, Оливер и Бенджамин, стояли сами. Неуверенно, с дрожащими ногами, балансируя, как будто учились существовать заново. Рядом находилась няня, Сара, но она не поддерживала их руками, лишь была рядом. За несколько секунд дети сделали то, что считалось невозможным. Один из них сделал шаг, другой удержался после падения, третий нашел опору в брате. Это выглядело не как чудо, а как тяжелая, настоящая работа тела. Просматривая записи за предыдущие дни, отец понял, что это происходило регулярно. Пространство заранее подготавливалось, движения были продуманными, а прогресс – медленным, но реальным. Все это время он жил, смирившись, пока кто-то другой давал его детям шанс. Позже он узнал, что Сара действовала не из самоуверенности. Она уже проходила этот путь со своим ребенком и знала, что тело иногда помнит больше, чем позволяют ожидания взрослых. Она не лечила и не обещала, а просто не принимала окончательный приговор. Когда видео попало в сеть, дом в Сиэтле оказался в центре внимания врачей, журналистов и незнакомых людей. Мир внезапно потребовал объяснений. Но для отца это уже не имело прежнего значения. Он видел своими глазами, как его сыновья падали, поднимались и снова пробовали. Он больше не знал, чем закончится их путь. Но был уверен в одном – слово «невозможно» больше не будет решать за его детей.